Место, где дозволено все, где можно испытать судьбу и стать счастливее, или в один миг лишиться всего, оставшись без единого гроша. Город грехов. Всем привет! Мы наконец-то добрались до Лас-Вегаса. Сзади меня находится Белладжо. Это самое крупное казино. Там есть очень интересный сад, разные выставки, шоколадный фонтан. И мы будем заходить внутрь. Я вам буду это все показывать. Белладжо – это визитная карточка Вегаса и его изюминка. При входе внутрь вас встречает потолок из искусственных цветов мастера Дейла Чехули. Пройдя роскошный вестибюль, мы попадаем в ботанический сад, который больше похож на сказку. Большинство композиций украшены натуральными цветами. Это не только создает волшебную картину, но и наполняет незабываемым цветочным ароматом. Еще одна достопримечательность Белладжо – это шоколадный фонтан, который, кстати, еще в 2019 году был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой шоколадный фонтан в мире. К сожалению, его опередили по высоте шоколадный фонтан в Швейцарии, а после и в Австрии. Здесь просто бесконечные залы автоматов. Дальше дороги ведут в сторону казино. И здесь Белладжо отличился, так как в нем находится Bobby's Room. Это одна из эксклюзивных покер-комнат, где для розыгрыша одной раздачи нужно внести минимальный buy-in в размере $20 тысяч. Еще в Белладжо расположен знаменитый ресторан Пикассо, где находится более 20 его подлинных картин. Ну что, маленький обзорчик Белладжо мы сделали. Рядом во дворе находятся поющие фонтаны. Вечером очень красиво, это все с подсветками, играет музыка. И мы как раз направляемся туда. Стоим с Димой, ждем представления. Каждые 20 минут должен включаться фонтан. Но мы уже стоим, наверное, минут 30, фонтан все еще не включили. Чем больше опускается ночь на город, тем ярче горят огни Лас-Вегаса. Город просыпается, и на улицах появляется все больше туристов. В поисках развлечений и азарта сюда приезжает множество людей, чтобы впитать всю эту атмосферу и делать то, что в других городах запрещено законом. Встречать гостей выходят на улицы слегка обнаженные представительницы разных кабаре и других клубов для взрослых. Как могут, завлекают в свои заведения новых посетителей, не отстают от них и уличные артисты. Улица Стрип в Лас-Вегасе – это самое яркое место на Земле, если смотреть на него с космоса. В космос мы сегодня не попадем, а вот на колесо обозрения вполне вероятно. Пройдя сквозь злачные места и странных людей, мы пробираемся вглубь улицы, ведущей к торговому кварталу. Толпа просто кошмарная, здесь не пройти. Именно там, среди ярких витрин ресторанов и магазинов, расположено второе по величине в мире колесо обозрения. Еще издалека мы увидели большое скопление людей, желающих подняться на высоту птичьего полета. Сейчас стоим в очереди на колесо обозрения. Понимаю, некоторые люди купили заранее, потому что они проходят без очереди. А все, кто не купил, наверное, придется часик постоять. А потом была долгая очередь за покупкой билетов, за ней еще одна очередь на проверку, затем еще одна очередь на вход, и это немного утомляло. Наконец-то мы были у входа в само колесо, что больше напоминало какой-то космический корабль. К нам подъехала капсула и нас провели вовнутрь. Внутри был хороший обзор с выгнутыми полукруглыми окнами в пол, что позволяло видеть панорамный вид на ночной Вегас. Поездка на колесе обозрения оказалась довольно дорогой, и на троих мы заплатили около $120. И это только одно из развлечений, так что если вы хотите ощущений, приготовьтесь к тому, что вам здесь придется потратиться. Время перевалило за полночь, и мы едем в гостиницу, чтобы завтра продолжить нашу экскурсию по Вегасу. Ну что, это наш последний день в Вегасе. Мы приехали в Нью-Йорк. Здесь расположена миниатюра статуи свободы, а также это парк аттракционов. Сзади меня находится еще одно знаменитое место, это T-Mobile Arena. Здесь проходят разные турниры, мероприятия. Между отелем Нью-Йорк и ареной T-Mobile находится маленький тихий парк. Посреди парка расположена удивительная металлическая 12-метровая скульптура женщины под названием Bliss Dance, которая принадлежит автору Марку Кокрейну. А мы заходим вовнутрь Нью-Йорка, чтобы прочувствовать его атмосферу.
Мы сейчас находимся в самом Нью-Йорке. Сзади меня куча магазинов, а дальше идет игровая зона, дальше уже идет казино. Здесь целый развлекательный комплекс. То есть тут казино, рестораны, магазины, а внизу находится парк аттракционов с горками. Наш папа поехал кататься. Посмотрим. Мы хотели дать ему камеру не разрешили с собой брать. Это еще одна бесконечная игровая зона, где присутствует атмосфера ночного Нью-Йорка с запахом старины в бродвейском стиле. Как и настоящий Нью-Йорк, его город-миниатюра никогда не спит. Нагулявшись по ночному Нью-Йорку, как любому туристу, захотелось покушать и нью-йоркской уличной еды. Взяли мы по кусочку пиццы в нью-йоркском стиле. 3 кусочка пиццы и 3 колы нам обошлись в $44 33 цента. Пицца была очень свежей и вкусной, и уже сытые мы продолжили свой путь от Нью-Йорка к другим интересным местам Вегаса. На заднем плане нас провожали американские горки, на которых сегодня катался Егор, миниатюрная статуя свободы и гостиницы на Мейн-стрит в виде небоскребов. В Нью-Йорке осталось много интересных заведений, в которых мы не успели побывать, но хочу о них рассказать. Обязательно посетите Гринвич-Виллидж, спрятанную на Таймс-сквер, что даст вам настоящее ощущение Нью-Йорка, так как там даже из крышек люков поднимается настоящий пар. И прокатитесь на горках Big Apple, к сожалению, которые мы не смогли показать вам вблизи. Кратко о ценах на горки. Первый спуск вам обойдется в $19 и каждый следующий в 10. Ну а сейчас мы направляемся в сторону любителей шоколада. Прямо перед нами находится самый первый магазин M&M's в мире. Идем смотреть в один из самых больших M&M's магазинов. M&M's магазин в Вегасе состоит из 4 этажей, 2 из которых мы вам покажем. Первый этаж – это розничный фирменный магазин, а на втором этаже разместилась целая стена с M&M's, которые можно купить на развес в неограниченном количестве, а на третьем этаже расположен 3D M&M's кинотеатр, где крутят M&M's мультики, а на 4-м этаже туалетные комнаты. Сзади меня расположены трубы, это все M&M's. Можно выбрать цветной M&M's, можно по цветам. То есть ты подходишь и выбираешь такой, какой ты хочешь купить. То есть все на развес. Мы спускаемся вниз, и нас провожает вкусный аромат шоколада. Дорога через мост ведет нас в сторону замка Эскалибур. Это еще одно знаменитое отель-казино с множеством шоу-программ, концертов, ресторанов и комнат с игровыми автоматами. Эпоху рыцарей мечей и драконов мы проходим мимо, так как впереди нас ждут настоящие египетские пирамиды. Видели когда-нибудь настоящие сказочные замки? Лас-Вегас такой есть, сзади меня находится. Этот развлекательный комплекс называется Экскалибур. Здесь есть казино, гостиница и какой-то развлекательный центр. И завершают нашу экскурсию по Лас-Вегасу египетские пирамиды. Издалека видно проезжающий монорельс, а дальше виднеется самый загадочный отель «Люксор». Возможно, не просто так он выполнен в виде черной стеклянной пирамиды, а вокруг него витает множество споров и загадок. Одни говорят, что это место проклято, так как даже при его строительстве погибло 3 человек, а его светящийся глаз, который виден из космоса, это связь с чем-то потусторонним. Другие утверждают, что это связь с масонской ложей. Но что бы ни было на самом деле, в Люксор подозрительно часто умирают. Мы прилично находились, поэтому в обратный путь решили ехать монорельсом, так как это бесплатный транспорт, курсирующий между казино. Еще пару остановок, и мы приедем практически к нашему паркингу. Ну вот мы проехали пару остановок. Это был поезд от Египта до Нью-Йорка. Это наш последний день в Вегасе, и мы направляемся в сторону машины. Все, наша экскурсия завершилась. Мы выехали с паркинга. Мы простояли в паркинге сколько? 4 часа? Да, где-то. Значит, да, стоимость паркинга здесь $15 4 часа, а потом вы просто доплачиваете. И так вот у нас такой билетик, мы оплатили $15. Этого нам достаточно хватило погулять практически весь день по Вегасу. Так, теперь расскажу из плюсов и минусов. Из того, что мне не понравилось, это особенно вечером. Здесь очень много присутствует в воздухе различных запахов. Для меня они не очень приятные, так как я не курящий человек. И здесь можно курить абсолютно везде. То есть, куда вы ни зайдете, на улице, в помещении, здесь везде присутствует запах табака.
Помимо табака здесь присутствует еще и запах марихуаны. Ну и, соответственно, алкоголь, здесь везде алкоголь. Если ваша гостиница расположена не в центре, не в даунтауне, и вам придется потом вечером добираться на автомобиле, здесь плохая разметка. Возьмите это себе на заметку, потому что когда вы будете в темноте ехать, полос практически не видно, они либо стерты, либо здесь просто выложены такими шашками, и как бы если на них попадает свет, их видно, а если не попадает, их абсолютно не видно. И как бы ты едешь, там 3-4 полосы, ты даже не знаешь, сколько на трассе полос, и в темноте это неудобно. Цены на смотровых площадках начинаются от $30 и выше. Все зависит от того, в какое время вы захотите туда попасть. Если это будет дневное время, это будет дешевле. Если это будет ночное время, это будет дороже. И в зависимости от того, это выходной день или будний день. В будний день будет стоить дешевле. Вчера на сайте было написано, что стоит $24 билет. Детский, там что-то, не знаю, 15. Приходим, за троих пришлось отдать или 103, или 108 баксов, я не помню. Они сказали, это неправильные цены, у нас еще фи какое-то там. Вот Короче, комиссия. Вот так вот. Так что не факт, что то, что на сайте написано, будет такая же цена. И готовьтесь к тому, что цена будет одна, а придется вам заплатить немного больше. Если вам понравилось наше видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Пока-пока!